Друзья, всем привет! Сегодня буду создавать целую планету с вот такими астронавтами и очень необычными растениями, которые сделаны из бумаги, но о них немного попозже. Центральной частью сюжета будет космолет, начну именно с него, чтобы понимать, какого размера делать подставку. Отсоединяю детали и соединяю детали. Дальше все склеиваю и прижимаю с помощью струбцины. В сборке модель оказалась очень несложной, все прошло легко и просто, и уже спустя пару вечеров в моих руках был готовый космолет. Следующий этап — это создание скал. Раз уж есть возможность пофантазировать, они должны быть необычными. На терморезаке пеноплекс нарезаю на пластины шириной 4-5 мм. Скал на диораме будет 7 штук, поэтому таких пластин мне потребовалось много. Дальше эти пластины нарезаю еще раз, чтобы получились квадратные бруски. Вот столько брусков. Эти заготовки подрезаю вот таким образом. Дальше с помощью ПВА клея две части склеиваю между собой и уже на них налепляю оставшиеся детали. И скала в буквальном смысле начинает расти. Обрезаю все лишнее, добавляю еще немного мелочей в нижнюю часть, и получается вот так. Каждую следующую скалу делаю размером меньше предыдущей. Основание этой работы по форме соответствует всему остальному. Малярной лентой делаю опалубку для того, чтобы изготовить берег. Для начала намазываю его клеем ПВА и приклеиваю обрезки пеноплекса, чтобы эту конструкцию хоть как-то облегчить. Насыпаю гипс, понадобится целое ведро, добавляю воды и все дело хорошенько перемешиваю. Выливаю гипс на поверхность, чтобы сформировать берег, и он у меня получается, но не так, как я это задумал. Пришлось сделать твердую опалубку и использовать скульптурный гипс. Его можно развести жиже, он дольше застывает, и поверхность получилась в итоге гораздо ровнее. Не дожидаясь полного высыхания гипса, снимаю опалубку. Начинаю все крушить молотком, но не потому, что я психанул, а чтобы получилась рваная натуральная текстура. Я прям вырываю куски, и получается обрывистый берег. Снова возвращаюсь к терморезаку и на этот раз режу на нем подложку под ламинат на куски толщиной 1 см. Сначала эту заготовку грубо ломаю молотком, а потом аккуратно с помощью руками выламываю маленькие куски. В итоге получились 3 вот таких заготовки под скалы, которые я склеиваю между собой. Получившийся кусок скалы клеем соединяю с основанием в дальней самой части и все это прижимаю. После высыхания клея срезаю лишние части. Наконец-то можно взяться за кисть, и первым делом я грунтую модель грунтом белого цвета. На самом деле это довольно сложно, более темный цвет перекрыть белым. Пришлось нанести несколько тонких слоев. Дальше беру белый цвет акриловой краски и также, жидко разбавив ее, наношу тонким слоем на поверхность. Все цвета пастельные, приглушенные, и с помощью них я прокрашиваю отдельные элементы этого корабля. В эти цвета добавляю белый, чтобы получались новые оттенки, и делаю как бы такие переходы от темного к светлому. На протяжении всей работы эти переходы вы встретите еще не один раз. Для носовой части этого космолета использовал теплый желтый цвет и также прокрасил на нем в разные оттенки разные части. Это все не по схеме, это все как вот рука легла. Докрасив основную часть, крашу оставшиеся мелочи, шасси и переплет фонаря кабины в белый цвет. Декали размачиваю в воде и перевожу их на модель. В основном здесь большое количество разных технических надписей и совсем немного логотипов.
Снова лью гипс, на этот раз просто на поверхность тонким слоем. Рукой аккуратно все это дело ломаю на маленькие кусочки, поверхность мажу клеем ПВА и эти кусочки выкладываю на нее. По принципу мозаики, но оставляю достаточно большое расстояние между ними. Из-за того, что площадь берега большая, нужно было сделать ее поинтереснее, и в голову пришло вот это. Разбавив гипсовую шпаклевку с водой, чтобы она получилась вот такой густой, наношу ее тонким слоем на часть, где будет вода. Или это не вода. И на часть суши сравниваю ее с уровнем плитки, а добавив еще больше воды, сделав ее жиже, наношу на плитку, чтобы закрыть щели. Астронавтов загрунтовал и покрасил из баллона в белый цвет. Беру черную проливку и смачиваю их небольшим количеством воды для того, чтобы эта проливка ложилась гораздо мягче на поверхность. Белый цвет слегка оттеняю легким пастельным зеленым и наношу его, держа кисть параллельно поверхности на выступающие части фигур. Дальше белым цветом, методом сухой кисти, в меньшей степени уже прохожусь также по всей поверхности. Смывкой черного цвета крашу солнечные фильтры на шлемах скафандра. На них же белой краской в нижней части делаю блик. Добавляю немного глянца, чтобы блестело. И космонавт готов. Белая грунтовка на все скалы легким движением моей руки наносится. Так как это абсолютно новый жанр в моем творчестве, мне нужны были новые краски с новой интересной палитрой, и спасибо ребятам из Енот Studio, что дали мне их. Скалы пронумеровал в том порядке, в котором они будут находиться на диораме, и для начала просто покрываю их в базовый цвет. Дальше добавляю немного белого, и следующая скала под номером 6 уже на тон светлее. Грани одной из сторон крашу светлым бежевым цветом. На противоположной стороне делаю все наоборот. Вот так странно все это выглядит. Чтобы сделать все это более внятным, прохожусь методом сухой кисти, и результат заметен в сравнении сразу. На маленьких скалах пришлось каждую грань прокрашивать в отдельности. В итоге, в общем-то, неплохо. Это доломитовая мука. Какая работа, такие материалы. Наношу на всю поверхность тонкий слой клея и с помощью сита эту муку рассыпаю по поверхности, чтобы гипсу придать небольшой рельеф, шероховатость. Одной человеческой ногой в 72-м масштабе сделал много человеческих следов. Чтобы изобразить крупные камни, решил использовать те же плитки гипса и раскидал их по всему берегу. С помощью измельченной вулканической лавы в некоторых местах сделал рельеф погрубее. Кистью распределил лаву по поверхности и Что вообще такое я делаю? И с помощью специального фиксатора и пипетки все дело закрепил. После высыхания клея всю поверхность загрунтовал в белый цвет. Следующий этап после покраски модели — это нанесение всяких эффектов. С помощью тонкой кисти наношу толстые сколы. Дальше некоторые участки заклеиваю лентой и с помощью спонжа делаю мелкие сколы. Они расположены прямо около расшивки. Смывка темно-серого цвета, которую я замешал, даст этому космолету самый большой эффект. Абсолютно во все щели всю расшивку тонкой кистью заливаю этой смывкой. Если бы смывка не стоила дорого и у меня было целое ведро ее, модель проще было бы окунуть. Растворителем и ватным диском, смочив его и почти насухо обмакнув о салфетку, убираю излишки смывки. Просто без усилий прохожусь по всей поверхности, и смывка убирается с тех участков, где она не нужна, и остается там, где нужна. Всегда умел хорошо объяснять.
Масляными красками делаю масляные точки. Цвета в основном соответствуют базовым цветам самолета. В небольшом количестве на всю поверхность их наношу. Смочив кисть растворителем, эти точки просто растушевываю. Это придаст немного движения, направленности этой модели, хоть она и будет в статичном положении на диораме. В завершении белой акриловой краской прохожусь по некоторым участкам, в основном по граням, для того, чтобы выделить геометрию. Готово. Синий-голубой в этой работе будет суша. Начинаю красить с обрыва в светло-голубой цвет. Дальше начинаю переходить к более темному оттенку голубого, крася им берег. Переходя к скалам, начинается синий цвет. Все границы я хорошенько растушевываю. Сами скалы будут иметь синий цвет, и он такой серовато-приглушенный, не знаю как, а верхняя часть вообще темная. На это внимания не обращайте. После того, как основной цвет выкрашен, начинаю добавлять новые оттенки, выступы делаю светлее, на плитку добавляю разные оттенки голубого и синего. А камни крашу в белый цвет, добавляя в него немного фиолетового, чтобы получался интересный эффект. И прямо на поверхности это все смешиваю. Самое сложное здесь выдержать грань между совсем абсурдом и необычностью. Акриловая паста, добавляю в нее клей ПВА и эту смесь наношу толстым слоем на поверхность, приклеивая на нее скалы, чтобы их можно было спозиционировать и поставить ровно. Смывку, проливку белого синего цвета наношу на смоченную поверхность, она затекает между плиток и в жидком состоянии. Все это выглядит очень красиво, но из-за того, что поверхность гипсовая, она хорошо впитывает воду, в итоге получилось не очень. Здесь на помощь приходит техника сухой кисти, с помощью которой все можно очень легко и просто выделить, и будет красиво. В итоге основание получилось очень даже космическим. Лист бальсы толщиной 1,5 мм буду использовать в качестве опалубки, наклеив на него сначала бумажный скотч, а потом скотч обычный, чтобы поверхность была глянцевая и смола к ней не прилипла. В 2 ряда прохожусь клеем и эту опалубку приклеиваю к диораме. В нижней части все зафиксировал скотчем. Внутри прошелся прозрачным акриловым гелем. Много цветов масляных красок мне не понадобится, а только розовые, фиолетовые оттенки. Замешал светлый и темный, заливаю густую эпоксидную смолу в стакан и добавляю туда краску. Лью необходимое количество отвердителя и все тщательно перемешиваю. Основание стоит под углом, а смолу наливаю небольшими порциями, чтобы она стекала в этот угол. Чтобы в итоге слой смолы в углу был гораздо больше, чем меньше. Для береговой части понадобится смолы гораздо больше, заливаю ее в 2 стакана, сначала подкрашиваю светлый и разливаю вдоль всего берега. Дальше оттенок потемнее, это переходящая часть, лью ее посередине. В процессе регулирую наклон, чтобы слой смолы был равномерный, и кистью очень легкими движениями смешиваю 2 цвета между собой. Не очень сильно, чтобы получилось так красиво все. На этом этапе космолет приземляется к берегу. Чтобы поверхность была красивой и ровной, чтобы убрать все недостатки, буду использовать не подкрашенную, очень жидкую смолу, нанося ее пипеткой очень тонким слоем. После застывания смолы срезаю половину опалубки, отрываю, и получается оформление краев диорамы. Мне остается приклеить только 2 части. Сине-фиолетовым и просто фиолетовым крашу очень тусклую и некрасивую бумагу с растениями. В процессе использую воду, чтобы краска лучше впитывалась. А чтобы все выглядело совсем фантастически, добавляю разных оттенков: голубой, белый и пурпурный.
Дальше растение необходимо собрать, соединяются две части, потом приклеиваются маленькие ветки, и получается вот такой куст, который я устанавливаю в заранее заготовленное отверстие. Кусты я сделал разных размеров. В качестве крупных растений будут корни, покрашенные в белый цвет. Был такой вариант, но нет. Всего 3 дерева, которые растут из-под скал. Что-то летающее кистью я красил, наверное, 3-й раз в жизни, и вроде получилось вполне неплохо. А сама работа выглядит довольно легко. Технически это тоже очень просто, но в процессе было очень много смятений, как что сделать, какой цвет и даже какой оттенок, чтобы все вот так сочеталось. Как будет в итоге после моих действий выглядеть смола, я понятия не имел, но вроде получилось вполне интересно. Всем спасибо и пока.